Сегодня мы поговорим о грудных силиконовых имплантах. Как выбрать размер, форму, на что обратить внимание. Импланты разделяются по форме, по оболочке и по наполнителю. Наибольшее распространение получили импланты, заполненные силиконовым гелем, потому что с ними женская грудь максимально естественна на ощупь. Ее не отличишь от натуральной. Совсем недавно на рынке появились облегченные импланты Belite. Они на 30% легче. Но у каждого из этих имплантов есть свои плюсы и свои минусы. Облегченные импланты немножко жестче на ощупь, чем обычный силиконовый имплант. И поэтому я не рекомендую ставить его худеньким пациентам. Лучше всего импланты эти Belite использовать, когда речь идет о большом объеме имплантов, 500 мл и больше. Резюмируем. Обычные силиконовые импланты очень похожи на ощупь на женскую грудь, но тяжелее. Импланты Belite легче, но более жесткие и на ощупь могут контурироваться. И еще одним весомым недостатком имплантов Belite является их высокая цена. По поверхности импланты могут быть гладкие и текстурированные. А также еще отдельный такой вид имплантов, покрытый пенополиуретановой пеной. Первыми были изобретены гладкие импланты. Но как медицина не стоит на месте, и со временем появились текстурированные импланты. И продолжается извечный спор, какие же импланты лучше, гладкие или текстурированные. Есть мнение, что гладкие импланты реже вызывают капсулярную контрактуру, а текстурированные импланты лучше срастаются с тканями и меньше подвержены подвижности. В своей практике я не отметил большой разницы между гладкими и текстурированными имплантами. И вот исключением являются импланты, покрытые пенополиуретановой пеной. Они действительно хорошо фиксируются в тканях, стабильные. И такие импланты стоит применять, если женщина хочет большую грудь. По форме. Импланты бывают круглые и анатомические. Иногда я слышу такое мнение, что круглые импланты дают большую шарообразную грудь. На самом деле это не так. Здесь больше влияет размер импланта. С любым имплантом можно получить красивую грудь. В каких случаях стоит использовать круглые импланты? Когда женщина хочет получить эффект пушапа и хорошо выраженную зону декольте. Один момент. И второй момент для спортивных, активных женщин, потому что имплант все равно обладает определенной подвижностью. И если круглый имплант поворачивается вокруг своей оси, то форма груди не меняется. Поэтому для таких активных девушек я предлагаю круглый имплант. Анатомические импланты я рекомендую для худеньких женщин, чтобы получить более естественную форму груди. Если пациентка хочет поставить анатомический имплант, но боится ротации импланта, в таких случаях я выбираю имплант с полиуретановым покрытием. Остановимся поподробнее, как выбрать размер импланта. Здесь нужно учитывать много параметров. Желание пациентки, ее анатомические данные, рост, вес, ширину грудной клетки, ширину молочной железы, состояние грудных тканей. Делается ли операция впервые или повторно. При подборе импланта я стараюсь выбрать такой размер, чтобы грудь выглядела максимально натурально. Стараюсь убедить пациентку отдать предпочтение форме над объемом. Вот написала моя пациентка. Девочки с узкими грудными клетками, не выбирайте больших протезов, на нас они действительно смотрятся огромными. Во время первичного осмотра выяснилось, что моя грудная клетка уже, чем обычная, поэтому импланты даже небольшого размера смогут придать достаточный объем. В общем, вместо 350 мл задуманных мне сделали 250. Сейчас есть еще небольшая отечность, но грудь упругая и выглядит идеально. Я с этим отзывом полностью согласен, потому что, на мой взгляд, важно, как грудь выглядит, а не какого она размера. Далеко не всегда большая грудь смотрится красиво и гармонично. Как устанавливается грудной имплант?
Существует два способа установки импланта. Под молочную железу и под большую грудную мышцу. Установку под мышцу я советую худеньким пациенткам. Почему? Потому что мышца покрывает верхний полюс импланта и создает более плавный переход в зоне декольте. То есть имплант не так заметен. Установку под железу можно делать женщинам, у которых хорошо выражен жировой слой. В таком случае у них будет лучший визуальный эффект. Почему образуется ребристость на груди? Иногда я на консультациях слышу и от своих пациентов, и от пациенток других докторов, что мне поставили плохой имплант, вот у меня тут волнистость. На самом деле все импланты имеют волнистость, потому что при смене положения вертикального в горизонтальное и наоборот имплант вот как бы так складывается. На нем образуются вот такие волны. Или это еще называется эффект риплинга. Чем меньше покровных тканей у пациентки, грубо говоря, чем она более худенькая, тем этот эффект будет более заметен визуально. И это одна из важных причин, почему я не рекомендую худеньким пациенткам ставить большие импланты. Поменяет ли грудь со временем свою форму? Если у пациентки не будет колебания веса больших, и она не собирается рожать и кормить грудью, то можно сказать, что грудь практически не изменит свою форму. У тех, кто рожал или набрал вес, а потом сбросил его, может появиться обвисание груди. В таких случаях можно сделать подтяжку груди, не меняя импланта. То есть подтяжка на этом же импланте. Влияет ли имплант на кормление грудью? Так как имплант находится за молочной железой и практически не соприкасается с ней, то он никак не влияет на процесс кормления грудью. Но если имплант устанавливался через ареолу, то при таком виде установки импланта может быть повреждение молочных протоков, и тогда может быть кормление затруднено. Чем больше покровных тканей у пациентки, грубо говоря, чем больше слой жира, кожи, тем меньше имплант чувствуется на ощупь. Понятно, что если пациентка худенькая, то вероятность прощупывания импланта у нее выше. Если уже у женщины есть своя молочная железа, немножко жировой клетчатки, то имплант не будет ощущаться. У меня есть много пациенток, моих пациенток, у которых на ощупь даже я не могу определить наличие импланта. И если бы я не знал, что я туда поставил имплант, я думал бы, что это их природная грудь.